Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня новый хобби-влог, так что кому интересно, оставайтесь со мной и приятного вам просмотра. Сейчас я буду раскрашивать в цветовом квесте города. Мы здесь, как вы знаете, раскрашиваем каждый месяц вместе с Оксаной, а ссылка на канал Оксаны будет в конечной заставке. В этот раз у нас остров Бурана, Италия. По традиции я уже подготовила контур для того, чтобы было удобнее раскрашивать на камеру. Так что сейчас мы с вами пораскрашиваем. Фломастеры я еще не все подобрала. Здесь у меня и Кариока Джой, Бруно Висконти, Икея, Ашан. И еще то, что я в Ашане брала поштучно. На Ашан похоже, но это что-то другое. Вот. Тут я еще штабила положила. Ну, я выбирала между Бруно Висконти и штабила, но вот эти хороши будут на большое пространство, а здесь, в принципе, можно обойтись и более тонкими. Я думала, мне, в принципе, уже как-то и надоели цветовые квесты, но вот я немножко отдохнула. Обычно-то я месяц с них начинаю. Вот. Ну, не знаю, в принципе, сейчас смотрю с удовольствием, раскрашиваю. Пока вот обводила контур, все такое. Да, мне что-то сегодня не терпелось начать здесь раскрашивать. Ну, я все-таки сначала смонтировала и выложила все, что нужно, потом уже принялась за цветовой квест. Ну, правда, пока я там что-то ждала, я вот здесь контуры делала и в животных раскрашивала. Мне кажется, что вот этот цвет, который я взяла за оранжевый, он больше под номер 7 подходит, который я сейчас закрашиваю желтым. Ну, в общем, это не принципиально. Я как только-только, вот когда стала сейчас красить, увидела, даже немножко засомневалась. А когда выбирала, вроде как меня даже это не сильно смутило. Потому что мне хотелось красить, как я говорила, или этим, или штабила, и в общем, выбор пал на эти фломастеры. Но вот этот, кстати, тоже очень хороший, нормально раскрашивает. Сейчас пробегусь по чуть-чуть всего, пораскрашиваю. Тоже очень красивый цвет, но и нормально, в общем. Ведут себя здесь фломастеры, ну, более-менее. Реально полезно иногда отдохнуть от этих раскрасок, и потом с таким удовольствием к ним возвращаешься. Прям классно. Вот эти два цвета похожи, Икея и Кариока, но на самом деле они отличаются. Сейчас, когда все подсохнет, это будет заметно. Красный прям тут идет отлично, как по маслу. Так что тоже приятно им раскрашивать. А где-то, наоборот, было не совсем хорошо, мне кажется. Ну, вроде как, припоминаю. Все равно много красить приходится. Столько вот получилось. Пока что особо ничего не понятно, так как все-таки это пиксельная иллюстрация. Но начало положено, и, надеюсь, в самое ближайшее время я закончу эту иллюстрацию. Как водится, все это уберу куда-нибудь, не знаю, на кухню, например.
Так, главное вот эти фломастеры, чтобы лежали синие по порядку. Так, а сейчас я приступаю к геоморфозам от Керби Розаноса. Здесь мы тоже каждый месяц с Оксаной раскрашиваем. И сейчас в этом месяце на сентябрь у нас вот эта иллюстрация. Как правило, в Керби я раскрашиваю манделузами, но здесь односторонние иллюстрации, поэтому в принципе можно позволить себе раскрашивать, наверное, и акварелью, тем более в кюветках, даже не детской. Вот. Но правда здесь много мелких деталей, поэтому пока я для себя еще не определилась, как именно я буду красить, чем точнее. Вообще, конечно, очень много мелкотни. Возможно, фон я сделаю, например, акварельными карандашами или акварелью в кюветках. А здесь я уже буду смотреть, может быть, все-таки это будет какая-то карандашная работа. Например, возьму новые свои карандаши, брутфунеры. Посмотрим, потому что реально столько тут мелкого всего. И хотелось бы, конечно, не переборщить с цветом, то есть работа не должна, явно не должна быть бледной, но она также не должна быть и какой-то очень пестрой. Сейчас потихоньку раскрашиваю цветовой квест животные, ну и тут чай пью, в общем-то. Чай, яблоко. Некоторые цвета я уже подобрала. Взяла их из набора 72 цвета Монделузы. Пока что взяла 9 номер, 131, потом 177, 2, 126 60 и 63. Ну а там уже посмотрим. Буду потихоньку раскрашивать. И, конечно же, немножко пораскрашиваю на камеру, как всегда. Начну я с самого светлого оттенка. Я вот, как видите, уже его попробовала. Мне понравилось, как получается. Ну, здесь слишком мелкие элементы, и даже чем-то затемнять не буду. Раскрашу обычно, по-простому. Ну, буду потихоньку размывать, чтобы видеть результат. Не знаю, как, правда, все это дело размоется, потому что, ну, разница между цветами сейчас заметна, а как на маленьких элементах получится размыть, не смешается, это непонятно. Хотелось бы, конечно, чтобы не смешалось, чтобы потом не пришлось дорабатывать. Ну, как уж будет. Я вчера даже гулять не ходила, не было времени, но и погода не позволяла. Сегодня, правда, тоже временами дождик, но я надеюсь, что погулять я попозже выберусь. Я вообще, несмотря на то, что встала 8:30, тоже из-за погоды не могла раньше подняться. Но я как-то достаточно много дел переделала. И что самое важное, вот снимаю видео очень активно. Это вообще прям замечательно. Монделузы мне нравится, чтобы они не были до конца заточены, когда дело касается фона. Ну а тут, конечно, я их подточила, чтобы было удобно небольшие элементы закрашивать. А такие тут большинство. Парочка хорошо между собой сочетается. Ну и здесь
желтый, зеленый и более темно-зеленый, как мне опять же видится. Всякое разнообразие хотя бы. Здесь тоже пройдусь. Пришлось так поломать раскраску немножко. Слава богу, листы не высыпались. Так, и я здесь залезла туда, куда не следует. Поэтому, наверное, надо выбирать элемент, искать его везде. Пока что получается не очень ярко, хотя я не могу сказать, что прямо уж совсем бледно. Но хотелось бы что-нибудь поярче. Я фон хотела сделать в самом конце, но по итогу решила сделать уже сейчас. И использовала, во-первых, Derwent Graphitint Океан Блю 7 номер. И также использовала Kohinoor Mondeluz 21 номер, смешивала их. Ну, вообще, честно говоря, фон у меня не всегда удается акварельными карандашами в кербе. Не знаю, может быть, это связано с бумагой. Иногда, то, что, как известно, вообще в одной раскраске могут быть разные вот листы. И бывает так, что удается, а бывает, что и нет. Ну вот, в принципе, и те, и другие карандаши, они хорошие. И Derwent, он вообще супер, конечно, мягкий. Ну, мне просто еще, когда я вижу фон, мне будет все-таки полегче раскрашивать все остальное, понимать, где какие цвета я буду использовать. Ну, с обратной стороны, кстати, вот так вот. То есть что-то просвечивает, но по сути не протекает, как мне показалось. Здесь вот я сейчас еще подсохнет, буду сглаживать, потому что вот видны переходы. Ну вот с одной стороны, да, хорошая иллюстрация, но что-то мне не лежит душа к ней. Кстати, да, я всегда смотрю на эту иллюстрацию и не могу понять, то ли совсем уже выцветает, то ли что. Не, ну я тогда действительно довольно бледно сделала эту иллюстрацию, потому что в серо-голубых тонах, ну, ладно, как сделала, так и сделала. Здесь в конце концов и довольно яркие есть иллюстрации. Это видео я буду завершать. Если оно понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Благодарю за просмотр. До скорой встречи. Всем пока-пока.